Друзья, всем привет! Сегодня буду делать полезную самоделку из вот такого куска алюминиевой пластины. Остатков 20 мм фанеры, 32 пластиковой трубы, пару болтов, гаек и глухарей. Я нарисовал чертежик на картонке, кстати, если он вам будет нужен, то я его подготовлю в цифровом виде и выложу. Пишите комментарии, если он вам понадобится. Теперь все это дело надо вырезать. Далее часть деталей надо перенести на фанеру, а именно вот таких нужно 6 штук. А прямоугольник один. Ну и понятное дело вырезаем. Я буду делать это на ленточной пиле, так удобней, но можно и лобзиком. Готово. Далее детали нужно склеить между собой. Я буду клеить по 3 штуки. Так потом удобнее их будет обрабатывать. Для фиксации буду использовать самодельные маленькие струбцинки. Пока клей сохнет, займусь второй частью, а именно надо вырезать оставшуюся деталь из куска алюминиевой пластины. Не обязательно использовать именно такую пластину, я думаю, подойдет любой металл толщиной хотя бы 2-3 мм. Теперь вырезаю деталь болгаркой. На самодельном шлифовальном станке равняю деталь. Далее просверливаю 3 отверстия 6-мм сверлом. Одно из которых потом рассверливаю сверлом на 9 мм. По итогу должно получиться две вот таких одинаковых детали. А теперь займусь вот этой прямоугольной деталькой. Я ее подшлифую. Затем делаю разметку. И сверлю на сверлильном станке сквозное отверстие с обоих сторон. К этому времени подсохли клеющиеся детали. Я их подшлифую. А потом в одной из половинок я сделаю отверстие, хотя это можно было сделать и позже. Еще раз склеиваю, но уже две детали между собой. Сходил попить чай, и уже детали высохли. Снимаю струбцину и досверливаю сквозное отверстие. А в конце вручную дошлифую деталь в целом. На прямоугольной детали надо немного убрать угол. Делаю разметку и выпиливаю на ленточке.
От пластиковой трубы надо отрезать кусок, равный длине прямоугольной детали. Нашел цилиндрической формы деревяшку, которая плотно входит в пластиковую трубу, и отрезаю кусок на пару миллиметров больше, чем пластиковая труба. Сверлом на 8 мм высверливаю отверстие с обоих сторон. И вот весь набор деталей готов к сборке, но для красоты решил все покрасить. После высыхания решил наклеить наждачку на плоские поверхности, хотя самоделка будет работать и без этого. Приступаю к сборке. Готово. И вот что получилось. А это у нас копия очень популярного приспособления для переноски листового материала. Такие штуки продают в интернете за 2-3 тысячи рублей. Но можно, потратив пару часов времени, сделать точно такую же у себя в мастерской. Работает она отлично, и я для теста потаскал лист фанеры. Результатом остался доволен. Друзья, оцените самоделку и видео лайком, если вам понравилась такая затея. И напишите свое мнение в комментариях, что лучше, купить или сделать самому. Если сделать самому, то напишите, нужен ли вам чертеж. Если наберется много комментариев с просьбой скинуть чертеж, я подготовлю его и выложу в описании под этим видео. Тех, кто не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!